Всем привет, дорогие мои! Я хочу сегодня начать с вами вязать вот такого замечательного, смешного, необычного кита по схеме от Натальи Масловой. Вязала я его из Himalaya Dolphin Baby, и у меня ушло 2 клубка. Получился он где-то в пределах, если из этой пряжи, где-то 50, я думаю, сантиметров. Вяжется на одном дыхании. В этой схеме это пробный мой кит, поэтому здесь у меня есть пару косячков, которые я тоже вам могу показать. Первый косячок, я забыла третью складочку. Но это не страшно, как-то я ее проглядела. И второй косячок, челюсть была не по размеру, что бедному моему киту он здесь нуждается в губозакруточке немножечко и в уменьшении зубов. Ну, это пробный мой кит, мне он все равно нравится, он по-особенному такой, по-особенному такой необычный. Поэтому посмотрим, что получится у нас, когда я буду вязать с вами. Зубы здесь делаются из полимерной глины. Я это все вам все покажу. Также спасательный круг тоже делается из полимерной глины. Это я все сама лепила. Вот. И шапочка, она шьется из фетра. Я, конечно, не швея, но решила рискнуть и попробовать. Это все пробное, это все от руки. И мы начнем сейчас с вами вязать вот этого вот чудика. Но только уже из другой пряжи. Окей? Ну, давайте приступаем. Итак, что нам для этого нужно? Может быть, многих нужна будет схема. Схема вы просто задаете МК кит от Натальи Масловой, и вы в Инстаграме выйдете на этого кита. Вы его можете скачать, себе сохранить или распечатать, и можете вязать со мной. Также я под этим видео поставлю все ссылочки от Натальи, где вы можете посмотреть, где ее работа, особенно в Инстаграме, там шикарные работы. Мне, конечно, до таких работ еще далеко и далеко. Это мне надо днем и ночью только таким заниматься и развиваться, и себя как-то вдохновлять. Ну, у меня на такое терпение нет. Там вообще реально шикарные работы. Посмотрите, это вот чисто деко, это не игрушки, а декорация. Очень красиво. Вот. Огромное спасибо Наталье за это МК, что я имела право связать и показать вам этот мастер-класс. Вот. Она вязала его вместе с каркасом, да, с проволокой внутри. Я каркас не использовала, потому что она будет идти, эта игрушка, больше как игрушка, а не как декорация. И желательно, чтобы вот для маленьких детей ну, не было там проволоки. Хотя, если ее правильно посадить, правильно обмотать эту проволоку внутри, да, ваты, она никак не может повредить ребенку. Все зависит от того, как вы вяжете, плотность вязания, и как вы там ее очень хорошо, ну, как сказать, обсихен. Обмотаете ее, вы должны ее так обмотать, чтобы все кончики были защищены от вот этих вот порезов и все такое, да, чтобы ребенок эту проволоку, блин, из этого кита не вытащил. Это уже вам смотреть. Я вязала его без каркаса, он тоже очень хорошо загибается, каркас, он загибает эту игрушку, да, но так как у нее в работе вот эти вот складочки, она сама по себе загибается, она очень красиво смотрится. Игрушка, она, как я уже сказала, необычная, таких у меня нету на ютубе. Очень много нужно мелочей делать самим. Если у вас терпение на это есть, вдохновление, то добро пожаловать. Итак, я вязала пробную, как я уже сказала, из Himalaya Dolphin Baby. Он получился у меня не маленький. Крючок номер 5 я использовала, но этого мы будем с вами вязать вот с такой пряжи Chenille Fine и крючок номер 4. Да, крючок номер 4. И мне нужно 2 клубка для этого. Если у вас такой пряжи нету, то вы можете смотреть на метраж и примерную пряжу подобрать 100 грамм на 165 метров. Вот. И крючок номер 4. 2 клубка, как я уже сказала. Далее я зубы лепила ему сама, это челюсти. Для этого я брала вот такую полимерную глину Fimo. Это импортная глина, она, в принципе, не такая уж дорогая, но по сравнению с другими глинами она не дешевая. 2,90 стоит вот такой вот маленький кусочек. Это я ей редко пользуюсь, поэтому я решила взять, думаю, чтобы она легко шла и было качественно. Можно взять такую же полимерную глину и в одно Ойро магазин. У нас в Германии Ein Euro называется магазин. Там много специально такие магазины, где вот различные такие вещи для креатива. Там есть вот такая полимерная глина. Это как пластилин. Ею можно слепить все, что хочешь. Потом она или высыхает просто сама по себе, или ее нужно жарить в духовке. Вот это вот жарится в духовке на 110 градусов. И полчаса. Будьте аккуратней, потому что я один раз поставила в духовку на 110 градусов и забыла, и вытащила через час. И у меня зубы были не белые, а зубы были желтые.
И мне пришлось переделывать заново. Вот это на это внимание нужно обращать. Так, потом что мне еще нужно будет? Ну, я и чуть-чуть зубки подкрасила и вот такими вот тенями. Это я все потом в работе вам покажу. Я надеюсь это видео записать на одном дыхании, но я думаю, что не получится, потому что, ам, у меня, к сожалению, сейчас вот прям вот в напряг. Я уже жду, когда придет зима, чтобы я могла расслабиться, всю работу оставить позади и чисто просто вот здесь вот чилить, вязать с вами и кайфовать от этого. Вот, так что я думаю, что само видео будет в отрывках. У меня будет и разные рукава, и разная подсветка, так что вы уж меня простите не за качественное видео, но я постараюсь как можно лучше. Итак, приступим к вязанию. Итак, начнем с вами вязать кита. Как всегда, я начинаю с мелких деталей. В этом случае это будет ротик. Для этого мы набираем с вами 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Со второй петли мы начинаем вязать 5 столбиков без накида. Первая петля, вот вторая. Провязываем 1 столбик, второй, третий, четвертый и пятый. В последнюю петлю мы провязываем 3 столбика. Раз, два и 3. Автоматически у нас работа поворачивается. И на другой стороне мы вяжем опять с вами 5 столбиков. Вводим следующую петлю, чтобы не попасть в эту дырочку, да, которую мы только что вязали. А следующую и провязываем 1 столбик, второй, третий, четвертый и пятый. 5 столбиков провязали. И теперь мы провязываем с вами 3 столбика в последнюю 3 столбика в последнюю петлю. Раз, два и 3. У меня сейчас на данный момент 16 столбиков. Давайте посчитаем. Это очень важно пересчитать, чтобы у нас здесь сейчас вот все петли были на месте. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16. 16 петель. Ставим маркер. Здесь у нас начало ряда. Следующий ряд мы провязываем 5 столбиков и 3 прибавки. Раз, два, 3, 4, 5. Теперь провязываем 3 прибавки. В один столбик мы делаем одну прибавку. Во второй столбик делаем прибавку. И в третий столбик. На другой стороне мы провязываем точно так же 5 столбиков и 3 прибавки. Раз, два, 3, 4, 5. И провязываем теперь 3 прибавки. В каждый столбик делаем одну прибавку. Так 3 раза. Раз, два и 3. У меня сейчас 22 столбика. Я поставлю себе маркер. Следующий ряд провязываем с вами 6 столбиков. Потом провязываем
одна прибавка, один столбик, и так 2 раза. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Теперь провязываем одна прибавка, один столбик. Еще раз, одна прибавка, один столбик. Теперь провязываем с вами опять одна прибавка, тоже дальше идет схема, да? Провязываем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь провязываем одна прибавка, один столбик, и так 2 раза. Одна прибавка, один столбик. Одна прибавка, один столбик, и у нас остается еще одна прибавка в конце этого ряда. Сейчас у нас с вами 28 столбиков. Это ротик, это вот нижняя губа этого кита. Теперь нам нужно будет провязать с вами 6 рядов без изменения 28 столбиков. 6 рядов. Я заметила, если его вязать из акрила, то у него губа получается пропорционально всему этому киту. Если же вязать из плюша, то мне показалось, что у него чересчур была большая губа. Прям хотелось закрутить, подкрутить ее немножечко губокруткой. Поэтому я буду этому киту вязать на 2 ряда меньше. Это значит, если вы вяжете из акрила, то вы сейчас провязываете 6 рядов без изменения 28 столбиков. И на этом у нас губа заканчивается, да? Я же буду провязывать не 6 рядов, а 4 ряда. Окей? Вот, провязываем эти 4 ряда, и потом опять я буду тут. Итак, губу я связала. Вернее, ротик, да, за место 6 рядов я провязала 4 ряда, чтобы она не такая сильно была длинная. Теперь мы вяжем с вами плавники. Плавники и вот ротик мы все это провязываем, вывязываем или вяжем заранее, потому что это все потом будет ввязываться в тело. Итак, мы набираем с вами в кольцо амигуруми 6 столбиков. Плавники, 2 детали у нас, поэтому одну деталь я свяжу с вами. 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем и провязываем просто 6 столбиков. У нас первый ряд. Вот, без прибавок, без ничего. Просто 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Следующий ряд мы вяжем с вами 2 столбика, прибавка, и так 2 раза. Провязываем 1 столбик, второй столбик и вяжем одну прибавку. Итак, еще раз. 1 столбик, второй столбик и провязываем одну прибавку. У меня сейчас 8 столбиков. Следующий ряд вяжем 3 столбика, 1 прибавка, и так 2 раза. Следующий ряд 4 столбика, 1 прибавка, и так 2 раза. Потом у нас будет с вами 12 столбиков, и мы провязываем 2 ряда без изменения 12 столбиков.
Я повторю. Следующий ряд мы провязываем 3 столбика прибавка и так 2 раза. Потом вяжем 4 столбика прибавка и так 2 раза. И потом провязываем 2 ряда без изменения 12 столбиков. Так, я провязала эти ряды, и теперь мы будем с вами вязать убавки. Мы провязываем, ставим маркер выше, провязываем с вами 3 ряда с убавками. Провязываем одну убавку 10 столбиков. Следующий ряд. Одна убавка 9 столбиков. Следующий ряд. Одна убавка 8 столбиков. Итак, я вам сейчас один ряд с вами провяжу. Провязываем одну убавку, это значит 2 петли провязываем вместе. И до конца ряда у нас 10 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следующий ряд провязываем точно так же. Одна убавка и провязываем 9 столбиков до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Следующий ряд провязываем одна убавка 8 столбиков. У нас с вами будет 9 столбиков, и после этого провязываем один ряд без изменения 9 столбиков. Так, я повторяю. Провязываем одну убавку 8 столбиков и один ряд без изменения 9 столбиков. Так, провязала эти ряды, и у нас осталось еще 2 ряда. Одна убавка 7 столбиков и один ряд без изменения 8 столбиков. Окей? Я повторяю. Одна убавка 7 столбиков и один ряд 8 столбиков. Все, плавки у нас... плавки же, да, называется? Нет, плавники. Плавки. Ой, блин. Плавники, девочки, плавки. Ну пусть у кого что. Суть-то понятна, да? Итак, вяжем 2 плавника. Окей? Один мы с вами связали, вяжем еще один такой. Так, связала я вот такие плавники и вот такую мордашку. Теперь вяжем с вами тело. Итак. Сейчас я читаю, девочки. Набираем 8 воздушных петель. 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Со второй петли мы начинаем вязать с вами 6 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. В последнюю петлю мы провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Так, теперь мы вяжем по обратной стороне. Провязываем с вами 6 столбиков. Вот в эту самую первую петлю всегда очень тяжело зайти. Потому что надо не в эту дырочку заходить, которая рядом петля. Ладно. Провязываем 6 столбиков. Раз,
2, 3, 4, 5. И вот она, 6-я петля, 6. Вот. Я не смогла в самую первую здесь рядом вот с этой дырочкой войти, поэтому провязала потом со следующей уже петли 6 столбиков. И у меня сейчас для того, чтобы в последней петле провязать еще 3 столбика, у меня ее не хватило, да, поэтому я ее провяжу вот рядом, вот в этой вот, рядом с этой воздушной вот петлей, провязываю сюда 3 столбика. 1, 2, 3. Вот, у нас с вами сейчас 18 петель. Так, теперь провязываем далее. Мы можем здесь маркер поставить и вяжем с вами 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь провязываем 3 прибавки. Так, 1 прибавка, 2 прибавка, 3 прибавка. Так, 3 прибавки провязали. Следующий вяжем также далее 6 столбиков и 3 прибавки в конце. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь провязываем вот здесь 3 прибавки. 1 прибавка, 2 прибавка и вот тут 3. 3 прибавка. Вот такой у меня получается овал. Так, я поставлю здесь маркер. И вяжем далее. Так, мы провязываем неполный. Следующий ряд стоит по схеме. Провязываем неполный ряд из 3 столбиков. 1, 2, 3. И вот тут у нас будет начало ряда. Маркер мы переносим вот сюда. Я себе там маркеры вытащила. Сейчас я их тоже потом достану. Они нам дальше нужны будут. Так, далее следующий ряд. Провязываем с вами. У нас сейчас с вами 24 столбика. Давайте проверим на всякий случай. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Все правильно. Вяжем с вами далее. 4 столбика провязываем сперва. 1, 2, 3, 4. Провязали. И теперь провязываем 1 прибавка, 1 столбик, и так 2 раза. 1 прибавка, 1 столбик. 1, 1 прибавка, 1 столбик, 2. Теперь вяжем 1 прибавку и провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Провязали. Теперь вяжем 1 прибавка, 1 столбик, и так 2 раза. 1 прибавка, 1 столбик, 1 прибавка, 1 столбик. Извините, что у меня есть такой бардак с нитками. Сейчас я секундочку чуть-чуть распутаю. Далее вяжем 1 прибавку и до конца ряда у нас остается еще 3 столбика. 1, 2 и 3. У нас с вами 30 столбиков. Следующий ряд, ставим маркер, следующий ряд, провязываем с вами 4 столбика. 2, 3, 4. Теперь вяжем 1 прибавка и 2 столбика. 1 прибавка и 2 столбика. 1, 2. И так мы вяжем 2 раза. 1 раз провязали, еще 1 раз вяжем. 1 прибавка и 2 столбика. 1, 2. Теперь вяжем с вами 1 прибавку и провязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. Девочки, извините, не 9, а 8. Это ряд ниже. 8 столбиков. Одну петлю сняли, да? Провязали 8 столбиков. Теперь вяжем 1 прибавка, 2 столбика, и так 2 раза. 1 прибавка, 2 столбика. 1, 2. И еще раз также. 1 прибавка, 2 столбика. Вот. Теперь вяжем 1 прибавку и провязываем 4 столбика до конца ряда. 2, 3, 4. У нас сейчас 36 столбиков. Следующий ряд провязываем опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вяжем 1 прибавка, 3 столбика. И так 2 раза. 1 прибавка и 3 столбика. 1, 2, 3. Повторяем. 1 прибавка и 3 столбика. Далее вяжем 1 прибавку и теперь провязываем 9 столбиков. Провязала. Теперь вяжем 1 прибавка, 3 столбика, и так 2 раза. 1 прибавка и 3 столбика. 1, 2, 3. Так, еще раз. 1 прибавка и 3 столбика. 3. Теперь мы вяжем 1 прибавку. И до конца ряда у нас 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и
5. У нас сейчас с вами 42 столбика. Так, я перенесу маркер наверх или возьму такой. Где-то они же у меня приготовленные лежат. Так. Итак, следующие ряды мы будем делать прибавки, девочки. Мы провязываем с вами 6 столбиков, 1 прибавка, и так 6 раз. Это первый ряд. Второй ряд. 7 столбиков, прибавка, и так 6 раз. Следующий ряд. 8 столбиков, 1 прибавка, и так 6 раз. Провязаны эти 3 ряда с прибавками, да? Это значит, провязано сперва 6 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем одну прибавку. И так мы повторяем до конца ряда. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и делаем одну прибавку. Так мы вяжем до конца ряда. 6 столбиков, 1 прибавка. И потом вяжем аналогично следующий ряд, только 7 столбиков, 1 прибавка, 6 раз. И еще один ряд, 8 столбиков, 1 прибавка, и так 6 раз. У нас будет с вами 60 столбиков. Так, провязала я эти ряды, и у меня сейчас 60 столбиков. Последний ряд я вязала 8 столбиков, прибавка, и так 6 раз. Следующий ряд мы провязываем 19 столбиков, прибавка, и так 3 раза. 19 прибавка, 19 прибавка, 19 прибавка. Так, провязала я этот ряд. У меня сейчас 63 столбика. И провязываем еще один ряд с прибавками. Провязываем 10 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы провязываем с вами 1 прибавка, 20 столбиков, и так 2 раза. Это значит, мы провязываем 1 прибавку. Теперь провязываем 20 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот, мы провязали одну прибавку 20 столбиков. И так мы должны будем сделать 2 раза. Еще раз, подождите, девочки, провязала 10 столбиков. Потом я сделала одну прибавку 20 столбиков. Делаем теперь опять одну прибавку. И опять провязываем 20 столбиков. Так, провязала. Теперь мы вяжем с вами одну прибавку. Так, провязываем теперь 10 столбиков до конца ряда. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У меня сейчас 60
6 столбиков. И мы должны провязать с вами 7 рядов без изменения 66 столбиков. Итак, девочки, я провязала эти ряды, 7 рядов, 66 столбиков. И теперь мы будем ввязывать ротик. Для этого по схеме идут дальше 26 столбиков, которые просто сейчас провязываются. Мы переходим на ту сторону. Провязываем 26 столбиков. Так, провязала я 26 столбиков, и теперь я сложу эту часть вот так вот пополам. Вот видите, вот тут вот мы петельки воздушные набирали, да? Вот так вот мы ее ровненько сложим или складем. И по схеме сейчас мы должны будем ввязать 14 столбиков вот этой вот губы вместе с головой. Вот. Самое главное сейчас здесь посмотреть, чтобы вот этот ротик, он лежал прям в серединке. Это очень важно. Вот. И вы должны смотреть, что вот где-то первая петля это будет вот эта. И она будет связываться с телом. 14 столбиков. Если вы прямо тут стоите, то это супер. Если вы не стоите тут, то вам нужно будет еще 1-2 петли смещения просто провязать. Это только для того, чтобы рот был в середине. На своем месте, короче, да, не где-то там сбоку, а в середине. Вот, я думаю, что мне нужно где-то еще 2 петли смещения провязать. И потом мы будем уже ввязывать эту губу. Провяжу я у себя еще 2 столбика. Теперь я прикладываю этот ротик. Мы его также складываем. И мы должны будем провязать 14 столбиков. Сейчас, подождите, получается здесь 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Если я с этой начну, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Да, вот с этой петли я начну, вот с этой. Вводим вот сюда крючок и провязываем вместе с головой этот язык. Ой, язык, губу. Я уже совсем запуталась. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. Провязываем так 14 столбиков. Так, вот я провязала эти 14 столбиков. В следующем ряду мы будем потом уже ввязывать вот эти петли. И смотрим, вот этот вот нос кита и рот у нас должен быть прям в середине. Ну, где-то так примерно у меня и вроде получается. Так, далее провязываем с вами. Сейчас, девочки, посмотрю. 26 столбиков. Провязываем до конца ряда 26 столбиков. Так, довязала я 26 столбиков. И теперь мы аналогично точно так же провязываем. Провязываем 26 столбиков. Потом мы останавливаемся тут и провязываем уже по 14 другим петлям только сверху. Вот это не трогаем. Вот тут мы закончили вязать. Следующая петля идет вот сюда и провязывается здесь 14 столбиков. Вот, провязали точно так же, как тут. И далее вяжем 26 до конца ряда. Окей? Давайте я сейчас 26 провяжу. И потом вот здесь можно будет посмотреть, как соединить. Мы, по-моему, ввязывали первую, наверное, вот эту петлю. Вот в эту надо входить. Вот. Ну, в принципе, здесь точно так же, как и то, что мы сейчас сделали. 26. Вы здесь останавливаетесь. Потом идете вот по этим верхним 14 петлям. И потом отсюда дальше до конца ряда 26. Так, я провязала этот ряд, и у меня вот так сейчас выглядит. Теперь мы вяжем 2 ряда без изменения, 66 столбиков. Вяжем вот так. Один ряд и второй ряд. Вот этот мы теперь просто игнорим. Мы вяжем только вот по этим петлям. Окей? 2 ряда, 66 столбиков.
Так, я провязала эти 2 ряда, и теперь мы свяжем с вами один ряд с убавками. Мы провязываем 3 столбика. Раз, 2, 3. Теперь мы делаем одну убавку. Теперь провязываем с вами 56 столбиков. Провязала 56 столбиков. Теперь мы делаем еще одну убавочку. И теперь провязываем 3 столбика до конца ряда. Так, у меня сейчас 64 столбика, и мы провязываем с вами 3 ряда без изменения 64 столбика. Итак, девочки, я провязала эти ряды. Теперь у нас еще один ряд с убавками. Точно так же мы провязываем 3 столбика, потом одну убавку. Потом провязываем 54 столбика, 1 убавка, 3 столбика. Я повторяю. 3 столбика, 1 убавка, 54 столбика, 1 убавка, 3 столбика. У нас будет с вами 62 столбика. И мы должны будем провязать потом 4 ряда без изменений 62 столбика. Итак, девочки, я провязала 4 ряда 62 столбика, и я думаю, что уже в принципе время, чтобы вставлять глазки. Вот, обратите внимание, вот так вот выглядит здесь ротик, и глаза вставляются прям вот симметрично вот этой вот полосочки с воздушными петлями. У меня здесь от этой вот полосочки наверх 2, 4, 6, 8. Между 8 и 9 рядом я вот вставила эти глазки. Глазки автор тоже делает из полимерной глины, они просто раскатываются шарики и вставляются такие стеклянные глазки есть, и они приклеиваются, и все. Можно делать их на ваш вкус и цвет. У автора они такие смешные получились, что сам по себе кит очень смешно выглядит. У меня есть вот такие выпуклые глаза. Эти глазки при этой пряже, они 16 миллиметров. Больше я бы сюда не делала, хотя почему бы и нет. Но при Himalaya Dolphin Baby я использовала такие же глаза, только чуть больше, они у меня 20 миллиметров. Вот, я думаю, что самое классное бы сюда подходили именно вот такие выпуклые глаза. Вот, в этом случае я хочу взять вот такие голубые. Они чуть светлее, чем сама камера их показывает. Вот, я их еще не закрепила. Между ними у меня здесь примерно 2, 4, 6, где-то 7 столбиков. Вот, они все равно будут еще затягиваться, и они приблизятся немножко ближе к друг другу, и я их так вот сделаю, как слегка косыми, чтобы он у меня более такой смешной получился. Вот, я их обязательно закреплю с помощью вот этого крепления. А сейчас мы можем с вами вязать дальше. Мы провязываем сейчас с вами 3 столбика, 1 убавка. Тут у нас начало ряда. Итак, вяжем 1 столбик, 2, 3, 3 и провязываем 1 убавку. Теперь вяжем с вами 52 столбика, потом провязываем 1 убавку, 3 столбика до конца ряда. Я повторяю, мы провязали с вами сейчас 3 столбика, сделали убавку, потом провязываем 52 столбика, делаем 1 убавку и провязываем 3 столбика. У нас будет с вами 60 столбиков. И провязываем 2 ряда без изменения 60 столбиков. Итак, я провязала эти 2 ряда, и теперь мы будем с вами ввязывать плавники. Для этого мы должны провязать сперва 17 столбиков. Провязала, теперь прикладываем с вами плавник и провязываем 4 столбика плавника с 4 столбиками тела.
Я думаю, что вот эта часть, скорее всего, должна быть снизу, если я не ошибаюсь. Вот этот треугольничек. Так. Итак. Вводим в первый столбик и вводим в тело и провязываем. 1, 2, 3 и провязываем последний, 4. Четвертый. Теперь провязываем с вами 18 столбиков. Так, провязала я 18 столбиков. Теперь точно так же прикладываем второй плавник и провязываем точно так же 4 столбика плавника с 4 столбиками тела. Вот. И до конца у нас остается потом еще 17 столбиков. Итак, я провязала. И теперь следующий ряд у нас будет точно так же аналогично. Это значит, мы провязываем сейчас 17 столбиков. Доходим вот до этого места и провязываем 4 столбика здесь вот по верхним петлям, да, вот этого плавника. Мы вот эти теперь игнорируем. Провязываем 17 столбиков. Потом провязываем 4 петли по плавнику. Потом провязываем 18 столбиков, доходя вот до плавника, да, вот эти вот 18. Потом точно так же здесь провязываем 4 столбика по плавнику, эти мы игнорим и идем до конца ряда 17 столбиков. Точно так же, как вот ряд до этого мы сейчас провязали, также провязываем следующий ряд, только уже не эти 4 столбика провязываем, а вот эти вот 4. Вот, провязываем этот ряд. Итак, девочки, я провязала этот ряд. У меня 60 столбиков. И теперь мы должны с вами провязать 37, 38, 39, 40. 4 ряда без изменения 60 столбиков. Просто провязываем. Так, девочки, я провязала 4 ряда 60 столбиков. И теперь мы провязываем с вами 38 столбиков сперва. Так, девочки, я провязала 38 столбиков. Теперь вот на этой стороне мы будем формировать с вами складочки. У этого кита будут такие 3 ряда складочек. Очень даже симпатично будет смотреться. Для этого мы должны будем провязать 12 столбиков за переднюю полупетлю. Я вам советую вот именно с первой петли, где вы будете за переднюю провязывать, вот за эту заднюю полупетлю повешать маркер. Потому что потом, спустя несколько рядов, мы должны будем формировать эту складочку, провязывая петли тела с задней полупетлей. И нам надо будет ее найти, и она будет очень-очень тяжело видна. Поэтому я вот сейчас начну здесь провязывать 12 столбиков за переднюю полупетлю и сразу же повешиваю маркер, чтобы потом я эту петельку могла найти. Итак, вяжем с вами 12 столбиков за переднюю, не полностью за всю петлю, а только вот за переднюю. 1, 2, 3. И вот где это первая у нас была петля? Так, вот 1, 2, 3. Вот она, это первая петля. Я сюда закреплю маркер, чтобы я знала, что вот тут, да, эти петельки. 3. Так, все видно хорошо. 4, 5, 6. Туго вяжу и тяжело идет. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И я здесь, в принципе, можно здесь тоже поставить маркер, но не обязательно. Если мы вот здесь начнем вязать, да, то мы и выйдем на то количество, которое нам нужно.
Так, до конца ряда у нас осталось 10 столбиков. И у нас также остается общее количество 60 столбиков. Потом провязываем с вами один ряд без изменения 60 столбиков. Итак, провязываем до конца ряда еще 10 столбиков и один ряд без изменения 60. Так, девочки, я провязала эти ряды, и теперь мы вяжем один ряд с убавками. Для этого мы провязываем с вами сперва 2 столбика, один столбик, второй столбик. Теперь мы делаем одну убавку. Теперь мы провязываем один столбик, одна убавка. Один столбик, одна убавка. И провязываем теперь с вами 46 столбиков. Так, провязала 46 столбиков. Теперь мы вяжем с вами одну убавку. Одна убавка. Теперь провязываем один столбик. Теперь опять одну убавку. И 2 столбика до конца ряда. Раз и 2. У меня сейчас 56 столбиков, и мы провязываем один ряд без изменений 56 столбиков. Так, ряд провязан, и теперь мы будем с вами провязывать. Сейчас мы сперва провязываем 36 столбиков, а потом будем провязывать 12 столбиков вместе вот с этими задними полупетлями. Окей? Итак, провязываем сперва 36 столбиков. Если хотите, вы можете, в принципе, уже эту тушку наполнять ватой. Да, я еще пока подожду. Вот сюда заполняйте, а язычок оставляйте. Он ватой не наполняется. Он должен быть внутри пустой. Вот. Можете уже, в принципе, так округлить ее. Я чуть-чуть попозже это сделаю, потому что она мне будет выпадать. Итак, провязываем сейчас 36 столбиков. Так, провязала 36 столбиков, и сейчас здесь будет очень интересно. Мы провязываем 12 столбиков и прихватываем оставленные вот в этом ряду задние полупетли. Итак, я ввожу крючок сюда и вот в эту первую петельку, которую мы здесь зацепили маркером. Иначе я бы ее реально бы искала. Вот сюда входим. И теперь провязываем этим же самым, пожалуйста, затягиваем. Так, раз, раз, затянули. Это первый столбик. Нам так надо провязать 12. Так, это был первый. Теперь вводим сюда второй. Так. И здесь, девочки, вот идет, вот он второй. Здесь как полосочка такая выделяется, да? Вот второй столбик. Затягиваем. Теперь третий. Теперь четвертый. Вот он. Ну все рядышком, да? Лишь бы не пропустить. Пятый. Вот он. Шестой. Седьмой. Где этот столбик? Вот он. Восьмой. Затягиваем хорошо. Так. Это восьмой. Теперь девятый. Потом 10. 11.
И последний 12. У меня, если честно, вот в пробном киту, где я вязала, или в пробном ките, не, в пробном киту, где я вязала, я вот заднюю вот эту полупетельку, да, одну где-то пропустила, и потом вижу, что здесь уже больше нету петли. Что делать? Не растериваться. Хотела сказать, не теряйтесь. Просто вводите, вот в этом случае я ее не пропустила, она у меня есть, вводите в какую-нибудь петельку там и цепляете. Вот, 12 я провязала столбиков, и вот такая красота получается. Получается вот такая складочка. Тут у нас будет вот таких 3 складочки, и этим самым эти складки, они поворачивают этого кита, и он, получается, как будто бы хвост поджимает. Если же, конечно, вы будете вязать с каркасом, с проволокой, да, вы можете еще более это как подчеркнуть этой проволокой, проволоку закруглить, да, или просто загнуть, и у него вот получается такая форма красивая. Мне очень нравится. Такие мы будем делать 3 складочки. Вот, провязали, да, эти 12 столбиков, и теперь мы с вами провязываем еще 9 столбиков до конца ряда. Вот. Провяжите эти 9 столбиков. Так, я эти 9 столбиков провязала. У нас все так же остается 56 столбиков. Вяжем следующий ряд, и в этом ряду мы сейчас будем опять делать убавки. Мы провязываем с вами 3 столбика, 1 убавка. 46 столбиков, 1 убавка, 3 столбика. Я повторю. Провязываем сперва 3 столбика, 1 убавка. Потом провязываем 46 столбиков, 1 убавка и 3 столбика. У нас будет с вами 54 столбика. Я сейчас в том месте, где мы провязываем 46 столбиков. И я провязала 28 столбиков. Вот дошла до этого места. Может быть, кого-то будет сейчас это немножечко ирритировать, поэтому... или интриговать. Поэтому я решила вам показать, что провязываем дальше не где-то здесь, цепляя петли, да, а вот именно по этому ряду, который вот так вот идет. Ну, правда, немножечко загибается. Так, это у меня была 28 петля, 29, и вот тут вот в каждую петельку 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и так далее, да? Вот 37, провязываем 46, как я сказала, потом делаем одну убавку и 3 столбика до конца ряда. Так, девочки, вяжем следующий ряд. Я уже немножечко этого кита наполнила ватой, вот такой он у меня получается. И теперь мы будем формировать вторую складочку. Для этого мы сперва провяжем с вами. У нас сейчас 54 столбика. Вяжем, формируем сейчас вторую складку. Для этого провязываем сперва 34 столбика. 34. Так, 34 столбика я провязала. И теперь вот на этом месте мы будем формировать вторую складочку. Для этого мы должны точно так же, как тут, провязать 8 столбиков за переднюю полупетлю. Для этого провязываем, захватывая переднюю, только переднюю стенку, провязываем 1, и так 8 петель, 2, и я поставлю здесь все равно маркер, потому что я знаю, что я потом ее очень долго искала. Вот это первое, вот это первое, вот 2, 3. Итак, провязываем 8 столбиков за переднюю полупетлю. Когда мы их провяжем, у нас остается до конца ряда 12 столбиков. Вот, провязала, и 12 столбиков до конца ряда. Последние столбики, конечно, провязываем за целую петлю, да? 12.
Провязала я этот ряд. Вот так вот формируется у нас вторая складочка. Она будет прямо здесь в серединке. И потом еще третья чуть поменьше. Так, сейчас нам нужно провязать 2 ряда без изменений, 54 столбика. Итак, я провязала 2 ряда 54 столбика. Здесь я остановилась. И теперь провязываем следующий ряд. Для этого провязываем 34 столбика. Я этот кусочек уже было засняла на камеру, но у меня видео остановилось, поэтому распускать не хочу. И я просто вам сейчас показываю, да. Итак, 34 столбика провязали. Теперь мы должны делать эту складочку. Для этого мы провязываем 8 столбиков, захватывая вот эти вот задние полы петли. Окей? Итак, вводим в петлю и захватываем вот эту вот первую заднюю полупетлю. И так мы провязываем 8 столбиков и хорошо затягиваем. 1 столбик, вот второй, теперь входим в третий, теперь будет немножечко тяжеловато здесь, третий столбик, и так провязываем с вами 8 столбиков. Вот я провязала все эти 8 столбиков, и до конца ряда у меня осталось 12 столбиков. Вот, провязываем, пожалуйста, эти 12 столбиков. Так, провязала. Следующий ряд, девочки. Ряд с убавками. Мы провязываем 4 столбика, 1 убавка, потом 42 столбика, 1 убавка, 4 столбика. Итак, провязываем 4 столбика. 1, 2, 3. Может, тяжело вязать, потому что морда большая здесь на столе. 4. И делаем 1 убавку. Ладно. Не хочешь так, значит я вот так. Так, теперь провязываем 42 столбика, потом 1 убавка, 4 столбика. Так, девочки, вот и у нас и вторая складочка уже видна. Теперь мы провязываем с вами, пожалуйста, 2 ряда без изменения, 52 столбика. И потом с вами еще свяжем третью складочку, а потом уже пойдет как по маслу, да? Мне кажется, это самое в этот момент немножечко тяжелое или тяжеловатое, хотела сказать, тяжелое именно формировать эту складку, потому что сама пряжа, она толстая и неудобно захватывать петли. Вот. А с той пряжи, которая потоньше, как акрил, например, мне кажется, она легче идет. Хотя кому как. Да. Вот. Если тонкая пряжа акриловая, то и крючок должен быть потоньше, то тогда в длину пальцы потом болят. Вот, так что ныть не будем, а будем вязать, окей? Это я сейчас про себя. Итак, вяжем с вами 2 ряда без изменений, 52 столбика. Итак, девочки, я провязала 2 ряда без изменений, 52 столбика. И теперь мы будем с вами провязывать или формировать вот такую третью складочку. Для этого нам нужно сперва провязать 32 столбика без изменений. Провязываем. Провязала 32 столбика и теперь провязываем 6 столбиков за переднюю полупетлю. Провязываем, как вот провязывали эти складочки, да? За переднюю полупетлю. И я бы поставила, как и до этого, маркер, там где я первую петлю провязала. Вы можете ставить, можете нет, но я реально потом ее не нахожу. Поэтому вот сюда я засуну маркер. Провязываем так с вами 6 столбиков за переднюю полупетлю. Я 3 провязала, еще 3. И до конца ряда у нас остается 14 столбиков. Уже провязываем их нормально, как все нормальные петли. Вот,
Когда их провяжем, эти 14 столбиков, то вяжем потом один ряд без изменения 52 столбика. Итак, я провязала эти петельки и этот дополнительный ряд 52 столбика. Теперь по схеме, если вы желаете, вы, конечно, можете вставить каркас, чтобы потом эту фигуру немножечко загнуть. Да? Вот как автор показывает здесь схемки. Делается такая проволока, наматывается изолентой или лейкопластырем, и потом одна часть вставляется вот в эти ручки, да, в плавники, одна в голову, и остальное идет в хвост, если хотите. Так как я из плюша вяжу, это больше игрушка будет, как для детей, я каркас туда вставлять не буду, я ставлю ее мягкой. Вот. Следующий ряд мы должны будем с вами провязывать 11 столбиков, 1 убавка, и так 4 раза. Итак, это значит, мы провязываем 11 столбиков, 1 убавку, 11 столбиков, 1 убавку, 11 столбиков, 1 убавку, 11 столбиков, 1 убавку. 11 столбиков, 1 убавка, и так 4 раза. И у нас будет с вами 48 столбиков. Так, девочки, я провязала этот ряд, и у меня сейчас 48 столбиков. Теперь мы провязываем последний ряд, где мы формируем вот такую вот складочку. Для этого мы должны сейчас провязать с вами сперва 30 столбиков. Так, провязала я 30 столбиков, и теперь мы будем провязывать вот эти вот 6 столбиков, захватывая заднюю полупетлю. Так, все видно здесь, фокусирует тоже нормально, да? Так, вводим крючок в петлю, теперь иду я вот в эту первую, которую я маркировала. Сюда. Так, и теперь так затягиваем. Далее, это первая петля, вторая петля, третья петля, четвертая петля. Так, потом здесь, где она? Пятая. И последняя, шестая петля. Тоже где-то здесь. Я уже, если честно, ее не вижу. Просто введу и выведу, лишь бы только зацепить ее, да, чтобы она закрутилась. Так. До конца ряда у нас осталось, девочки, 12 столбиков провязываемых. Так, я довязала эти 12 столбиков, и теперь мы провязываем один ряд с убавками. Мы провязываем 14 столбиков, 1 убавка, и так 3 раза. Итак, я провязала этот ряд с убавками, 14 столбиков, убавка, и так 3 раза. И у нас сейчас с вами 45 столбиков. Теперь мы будем делать убавки, при этом мы один ряд убавляем, один ряд вяжем без изменений. Вот. И мы так вот этап-вайзе будем с вами это до конца довязывать. Не забывайте, пожалуйста, в течение, во время работы наполнять тушку ватой, чтобы все было ровненько, без всяких бугорков. Вот. Итак, давайте будем где-то по 4 ряда вязать. Да? Мы сейчас один ряд провязали с убавками, и теперь мы провязываем один ряд без изменения 45 столбиков. Следующий ряд мы провязываем 13 столбиков, убавка, и так 3 раза, и потом провязываем один ряд без изменения 42 столбика. Следующий ряд мы провязываем 12 столбиков, убавка, и так 3 раза, и провязываем один ряд без изменения 39 столбиков. Вот, я могу показать
схемку, и вот в этой схемке вы увидите. Мы сейчас с вами будем вязать. Давайте провяжем сперва вот до этого момента. Вы можете, конечно, сделать скрин, если вы хотите вязать самостоятельно. Вот, сделайте себе скрин, и по этой схеме мы сейчас будем вязать с вами один ряд без изменений 45 столбиков. Потом мы вяжем 13 столбиков одноубавкой, так 3 раза. Потом ряд без изменений. Потом провязываем 12 столбиков одноубавкой, так 3 раза. И ряд без изменений. Давайте провяжем вот эти вот 4 ряда, заполним ватой, и я опять выйду здесь видео, чтобы показать вообще, как оно у меня получается. Так, девочки, я провязала эти ряды и заполнила ватой. Вот так у меня примерно сейчас выглядит. И теперь мы будем делать далее убавки. И я провязала последний ряд 39 столбиков. Теперь мы вяжем с вами 11 столбиков, 1 убавка, и так 3 раза. Потом вяжем один ряд без изменения. Следующий ряд вяжем 10 столбиков, 1 убавка, и так 3 раза. И вяжем один ряд без изменений. Ну и давайте еще один ряд. 9 столбиков, 1 убавка, и так 3 раза. И один ряд без изменения 30 столбиков. Вот до этого момента мы сейчас делаем с вами убавочки. Итак, девочки, я провязала эти ряды и остановилась вот на этом ряду, где у нас просто один ряд без изменений 30 столбиков. Теперь провязываем с вами далее. Провязываем 8 столбиков убавкой, так 3 раза. Потом один ряд 27 столбиков без изменения. Следующий ряд провязываем 7 столбиков убавкой, так 3 раза. И потом провязываем 2 ряда без изменения 24 столбика. Давайте сперва провяжем вот эти вот пару рядов. Итак, девочки, я провязала эти ряды. Последние 2 ряда у меня были 24 столбика, 2 ряда без изменений. Так, теперь мы делаем дальше убавки. Мы остановились с вами вот тут, 2 ряда 24 столбика. Теперь провязываем 6 столбиков, 1 убавка, и так 3 раза, ряд без изменений. 5 столбиков, 1 убавка, и так 3 раза. И 2 ряда без изменений, 18 столбиков. Провязываем вот этот момент.